С вами снова канал Video News, и мы продолжаем публикацию серии видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодняшнее наше видео мы начнем с вопроса, который в последнее время очень часто задают наши уважаемые пользователи. А откуда же взялась наша галактика? Сразу же ответим, что это всегда был один из самых главных вопросов космологии. Однако только сейчас астрономы начинают распознавать, казалось бы, в целостной структуре нашей галактики следы таинственных слияний в далеком прошлом, которые привели к появлению огромного звездного континента, известного нам сейчас как Млечный Путь. Первое относительно полное, так сказать, генеалогическое дерево нашей родной галактики было реконструировано астрофизиками совсем недавно. Они использовали искусственный интеллект, чтобы найти закономерности в порядке движения более 150 шаровых скоплений, которые вращаются вокруг диска Млечного Пути, в его гало и на ближних подступах к нему. Считается, что эти шаровые скопления, состоящие из звезд старше большинства себе подобных во Млечном Пути, это остатки галактик, которые слились друг с другом, чтобы сформировать нашу сегодняшнюю наблюдаемую структуру нашей галактики. В ходе проведенных исследований фактически были обнаружены обломки более чем 6 галактик, которые сливались и поглощались на различных временных этапах растущим и прожорливым Млечным Путем. Среди них отметим потоки Хельми, Секвойя, Стрелец, остаток галактики Кракен, недавно открытые остатки галактики, названной Геракл, и весьма интересного образования от поглощенной так называемой колбасной или же сосисочной галактики Гея Энцелад. Именно с последней мы и начинаем этим видео цикл наших выпусков, посвященных галактикам-прародителям, формировавшим наш Млечный Путь. В русскоязычных источниках можно встретить такие варианты названия этой прогалактики, как колбаса Геи, колбасная или же сосисочная галактика, колбасная или сосисочная галактика Гея Энцелад или же колбаса Гея Энцелад. В англоязычной литературе встречается всего лишь один вариант названия – Гея Enceladus Sausage System или Galaxy, сокращенно GES. Научные публикации об обнаружении остатков древней галактики и следов от древнего катаклизма увидели мир весной 2018 года. Однако им предшествовала довольно длительная и кропотливая работа астрономов, которая началась с того, что европейский спутник Гиппаркос еще в 2000 году идентифицировал кинематику группы низкометалличных звезд в гало нашей галактики, происхождение которых в 2003 году определили как аккреционное. Иными словами, эти звезды ранее входили в состав галактик, которые были поглощены Млечным Путем. В дальнейшем к исследованиям присоединился новый европейский спутник Гая, данные от которого окончательно убедили ученых в существовании некогда довольно большой, вероятно шаровой галактики спутника Млечного Пути, которую последний по случаю и проглотил в период от 8 до 11 миллиардов лет назад. Слова «колбаса» или же «сосиска» в названии этой галактики появились из-за характерной колбасообразной формы популяции в скоростном графике радиальных и собственных движений звезд, полученных спутником Гая. Звезды, влившиеся в древности в Млечный Путь, имеют вытянутые орбиты с эксцентриситетом от 0,65 до 0,9, самые отдаленные точки которых лежат примерно в 20 килопарсеках от центра галактики в так называемом разрыве Гала. Предполагается, что масса колбасной галактики Гея Энцелад составляла по меньшей мере 50 миллиардов солнечных масс. Именно настолько потяжелел наш Млечный Путь, поглотив звезды, газ и темную материю своей спутницы. Однако этот катаклизм не мог для него пройти бесследно. Своеобразный отпечаток этого события проявляется в виде раздувшегося некогда тонкого галактического диска. Кроме этого, газ, полученный от поглощенной компаньонки, вместе с поднявшимися от приливов и столкновения собственным газом и пылью,
вызвали новый виток звездообразования практически во всех регионах Млечного Пути, а особенно все в том же некогда тонком диске. Ну а обломки Геи Энцелада в виде шаровых скоплений существенно дополнили звездное население Гала, где мы их можем наблюдать и сейчас. К числу таковых относятся такие шаровые скопления, как М2 или NGC 7089, расположенная в направлении созвездия Водолея на удалении примерно 55 тысяч световых лет от Земли. Его легко можно наблюдать в хороший бинокль примерно в 5 градусах к северу от яркой звезды Седаль-Сууд или же Бета Водолея. М56 или же NGC 6779, расположенная в направлении созвездия Лира на удалении от 39 до 40 тысяч световых лет от нашей планеты. При помощи 8-дюймового телескопа оно хорошо разрешимо на небосводе примерно посередине мнимого отрезка между звездами Альберео или Бетой Лебедя и Сулафатом или же Гаммой Лиры. М75 или NGC 6864, расположенная в направлении созвездия Стрельца на удалении от нас в 67,5 тысяч световых лет. Хорошо наблюдается на небосводе у самой границы с Козерогом при помощи 120 мм телескопа. М79 или NGC 1904, расположенная в направлении созвездия Зайца на удалении от Земли в 42 тысячи световых лет. Хорошо детектируется в телескоп с апертурой от 80 мм, практически на продолжении мнимой прямой от Арнеба или Альфы Зайца до Нихала или Беты Зайца. NGC 1851 или Coldwell 73, расположенная в направлении созвездия Голубь на удалении от нас 39,5 тысячи световых лет. Наблюдается в хороший бинокль или же в телескоп с апертурой от 80 мм. NGC 2298 или Melot 53, расположенная в направлении созвездия Карма на удалении от нашей планеты примерно в 40 тысяч световых лет. Для более или менее удачного наблюдения потребуется телескоп с апертурой от 120 мм. NGC 5286 или же Coldwell 84, расположенная в направлении созвездия Центавр на удалении от нас от 35 до 36 тысяч световых лет. Легко детектируется при помощи даже простого бинокля в 4 угловых минутах к северу от видимой невооруженным глазом переменной звезды М Центавра. И наконец NGC 2808, расположенная в направлении созвездия Киля на удалении от нашей планеты в 31 300 световых лет. Для обнаружения его на небосводе в качестве ориентира будет служить звезда Ипсилон Кормы. Это шаровое скопление является, возможно, старым ядром галактики Гея Энцелад. Оно включает в себя звезды 3 поколений, которые зародились в течение 200 миллионов лет с момента образования скопления. К тому же их количество превышает 1 миллион светил, что очень много для обычного шарового скопления. Вот такая она, колбасная галактика Гея Энцелад. Вернее, то, что от нее осталось за миллиарды лет, проведенных в общей массе Млечного Пути. Конечно же, существует еще слишком много вопросов без ответа, связанных с ней. Ну, например, имела ли эта галактика свою сверхмассивную черную дыру? Вполне может быть, что и не имела. Однако, если имела, то что с ней произошло после слияния галактик и где она сейчас может находиться? Эти и многие другие проблемы, возможно, найдут свое разрешение в ходе дальнейших исследований. А вот канал Видеоньюз на этом заканчивает свой рассказ о прогалактике Гея Энцелад и благодарит всех вас за внимание. Одновременно просим писать в комментариях, стоит ли нам продолжать свои публикации, посвященные другим галактическим объектам, поглощенным Млечным Путем. Ну и в дальнейшем продолжайте смотреть нас на видео и ставить лайки. Подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.